кимчи из помидоров. Этот салат, я называю это салат, потому как этот рецепт быстрого кимчи, не для того, чтобы хранить его долго, а съесть его сразу по приготовлению. Сначала мы подготовим редис, используем дайкон редьку или обычный красный редис, где-то 150-200 грамм. Мы должны будем редис, конечно же, помыть, почистить и нарезать его тонкой соломкой в стиле нарезки жульен. Я делаю это ножом. Если у вас есть специальная нарезка, можете сделать это на ней. Затем перекладываем редис в какую-нибудь глубокую емкость, удобную для перемешивания. И нам нужно будет добавить в редис соль, пол чайной ложки. Также сахар, пол столовой ложки. И уксус в объеме 1 столовой ложки. Добавив все эти ингредиенты, мы хорошо все перемешиваем. Перемешав, мы должны дать редису настояться хотя бы 10 минут. За это время мы нарежем помидоры. 2 больших помидора или 5 штук среднего размера. Помидоры можно использовать любой формы, главное, чтобы они были упругими. Эту часть мы отрезаем, краешек. И нарезать можно, в принципе, кусками любой формы. Поскольку сам помидор у меня такой вытянутый, то будет красиво и удобно нарезать его кружками. Но делаю я это не очень тонко. Обратите внимание на толщину. Соответственно, если вы, например, круглый помидор нарезаете, то просто можете нарезать его на 8 долек. То есть куски делайте такими, чтобы их можно было удобно помещать себе в рот. Теперь мы должны подготовить 3-4 белых кончика зеленого лука. Выбирайте побольше и попухлее. Нарезаем мы их тонкой соломкой в стиле жульен. Нарезав белые кончики зеленого лука, положите их немного сбоку от помидоров, но можно в ту же самую тарелку. Далее нам потребуется молотый чеснок в объеме 1 столовой ложки. Я чеснока использую много, использую часто, поэтому перемалываю его сразу много и храню по 1-2 столовые ложки порционно, обернув в пищевую пленку и заморозив его в морозилке. По необходимости достаю и вот таким вот образом использую. Итак, 10 минут прошло, и за это время, как вы видите, редис дал воду. Что мы должны сделать? Заливаем редис холодной водой и хорошенько его промываем. После этого сливаем эту воду или же не сливаем, ну, в общем, отжимаем редис. Делайте это аккуратно, чтобы его не поломать, хотя он уже на тот момент будет достаточно мягким и гибким. Положите его также в сторону, там же, где клали и белые кончики зеленого лука. Итак, теперь мы добавляем специи, а именно начинаем с красного молотого перца чили. Если вы используете корейский молотый перец чили, то он менее острый, его можно положить 1 столовую ложку. Если же европейский перец чили красный молотый, то тогда положите пол столовой ложки. Следующий ингредиент – это рыбный соус. Спрашиваю, чем можно его заменить? Только молотыми солеными креветками, больше ничем. И добавляем рыбный соус в объеме 1 столовой ложки. Также нам потребуется либо экстракт сливы, если у нас есть, то 2 столовые ложки. Если же его нет, то можно заменить на сахар и используем пол столовой ложки. Как вы видите, сначала я все специи засыпала в ту часть, где лежит редис, молотый чеснок и белые кончики зеленого лука. И сначала я все специи перемешиваю в этой части. Хорошо все перемешав в этой части, я уже перемешиваю все вместе с помидорами. Делаем это хорошо, но аккуратно, чтобы не поломать помидоры, и достаточно долго, где-то около 2-3 минуты мы перемешиваем. И, собственно говоря, наше кимчи готово. Вы можете сразу положить его на тарелку и подавать к столу. Или же вы можете сложить его в пластиковый или стеклянный контейнер для хранения.
Но, как я и говорила, это быстрый салат, быстрый кимчи, и лучше съесть его, конечно же, свежим сразу. Но в течение 1-2 дней вы все-таки можете хранить его в холодильнике, если не смогли сразу все съесть. Такое тоже бывает. Это очень вкусный салат. Сделайте альтернативу привычному салату с помидорами. Есть его можно не только с отварным рисом, как это делают в Корее, когда подаются его среди других закусок, но, кстати, с отварным картофелем или жареным картофелем, с макаронами или даже просто с хлебом или с жареным тостом. Это тоже будет очень вкусно. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!